Ну сколько можно? Учим испанский месяц, потом бросаем. Снова учим, снова бросаем, а результат ноль. Можно ли выучить испанский вообще без зубрежки? Мой ответ – можно. И не только можно, а даже нужно. Сегодня я покажу тебе, как учить испанский легко и по-человечески, без этих бесконечных ser, estar, subjuntivo. И главное – начать говорить, а не просто сидеть с тетрадкой. Привет, меня зовут Наталья, я живу в Барселоне уже много лет и прошла путь от эмигранта до предпринимателя. Этот канал я создала, чтобы делиться всем, что реально работает в Испании, особенно когда речь идет об испанском языке. Я помогаю людям, которые переехали, адаптироваться, заговорить по-испански уверенно и начать чувствовать себя здесь как дома. Мой первый совет – учить фразы, а не отдельные слова. Почему? Да потому что фразы – это как кирпичики, из которых строится речь. Если ты учишь слово «trabajo», то это просто слово без контекста. Переводится оно как «работа», либо «я работаю». А вот уже фраза «trabajo en una empresa de tecnología» – это уже готовый шаблон. Ты можешь заменить только пару слов, и уже получатся новые варианты предложений. «Trabajo en una cafetería», «trabajo desde casa», «trabajo por las mañanas». Минимум усилий, максимум результата. И вот что важно, слово trabajo – это не просто работа. Это форма глагола trabajar – работать. А теперь смотри, сколько еще слов ты можешь узнать, просто поняв этот корень. Trabajador – работник, либо трудолюбивый. Trabajada – такая себе выстраданная, проработанная. Например, una victoria trabajada – добытая с боем победа. Trabajazo – классная работа, разговорный вариант, либо мощный труд. Retrabajar – дорабатывать, либо переделывать что-то. Trabajólico – тоже разговорный вариант, трудоголик. Trabajoso – трудоемкий. Все, это одна семья слов. И таких семей в испанском языке тысячи. Разбираясь с одной, ты автоматически начинаешь понимать и другие. Учим не поштучно, как винтики, а по блокам. Это как дети. Они не говорят «мама, есть, хочу» по одному. Они сразу выдают «мама, quiero comer», «мама, я хочу есть». Поэтому слушай, повторяй, говори фразами. Думай фразами. Это и есть настоящий живой испанский. Один из самых простых и недооцененных способов – это окружить себя испанским. Просто слушай, даже если не все понимаешь. Твой мозг не компьютер. Ему не нужно переводить каждое слово, чтобы запомнить. Он работает как губка. Запоминаем звучание, интонации, ритм, обороты. Как это применять в жизни? Вот тебе 5 простых лайфхаков. Слушай подкасты на испанском на фоне, когда гуляешь, едешь в метро, моешь посуду. Даже если ты этого не понимаешь, твой слух привыкает к языку. Через пару недель ты начнешь улавливать знакомые слова, а потом целые фразы. Смотри сериалы с испанскими субтитрами, а не с русскими. Начни с чего-то простого, как «Extra en español» или «Peppa Pig». Да, здесь я не шучу. Если тема взрослая, то «Club de Cuervos», «Élite», «La Casa de Papel», но всегда с субтитрами. Так ты читаешь и слышишь одновременно. А это двойной эффект. Включай музыку на испанском и подпевай. Даже если не знаешь слов. Это тренирует произношение и словарный запас. Песни как Мана, Шакира, Луис Фонси, Рошалия – это просто идеально. Хочешь продвинуться, скачай тексты песен и подпевай. Другой совет – это подписаться на испаноговорящих блогеров. Пусть Инстаграм и ТикТок подсовывает тебе язык в ленте. Окружи себя языком в мелочах. Поставь язык телефона на испанский. Испанские наклейки на предметы дома. Меню YouTube или Netflix на испанском. Даже привычные действия, как завести будильник, пусть тоже будут по-испански. Главное – регулярность. Даже 15-20 минут в день работает лучше, чем 3 часа в неделю. И ты не заметишь, как язык станет родным. Используй испанский каждый день. Пусть это будет как игра. Ты не поверишь, но один из самых эффективных методов – это говорить самим собой. Да-да, вслух, каждый день. Почему это работает? Когда ты говоришь, ты не просто повторяешь фразы. Ты тренируешь мозг думать по-испански, а не переводить
в голове с русского на испанский. Примеры, как превратить это в игру и даже, может, в привычку. Представь, что ты турист в Мадриде. Говоришь себе: voy a comprar pan, tomates y queso. Después voy a cocinar una ensalada. Или в голове играешь диалог с продавцом. ¿Cuánto cuesta esto? Cuesta 3 euros. У себя дома ты можешь рассказывать, что ты делаешь, просто озвучивать это для самого себя. Ahora estoy limpiando la cocina. Después voy a ver una serie en Netflix. Estoy cansada, necesito un café. И даже можно тренироваться перед зеркалом. Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero estudiar español durante 20 minutos. Mi meta es hablar con confianza en 3 meses. Цель. Ты говоришь и смотришь, как меняется твоя интонация, мимика и даже уверенность. Сделай из этого что-то вроде челленджа. Например, 3 фразы в день в разное время. Утром. Что ты собираешься делать? День. Что ты сейчас делаешь? И вечер. Что ты уже сделал? Главное не бояться выглядеть смешно. Ты учишься. Это как тренировка в спортзале, только для языка. Метод повторения по делу. Вот скажи честно, ты когда-нибудь учил фразы что-то вроде как «El gato está debajo de la mesa»? А потом вообще думал, да и вообще зачем мне эта вообще фраза нужна? Как я ее буду применять в Испании, если у меня нет ни того кота, ни я собираюсь его завести, да и вообще у меня аллергия на котов? Поэтому учим не все подряд, а только то, что реально пригодится тебе в жизни. Это называется контекстное повторение. Мозгу проще запомнить то, что ты сразу можешь применить. Например, ты живешь в Испании, значит вот что тебе точно нужно. Топ-5 тем, которые нужно повторять и знать наизусть. Обращение к врачу. Me duele la cabeza, la garganta, el estómago. Tengo cita para las 10. ¿Dónde está la farmacia más cercana? В магазине или на рынке? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Tienen pan sin gluten? ¿Me puede dar una bolsa, por favor? Или при разговоре с соседями. Buenos días. ¿Todo bien? Perdone, ¿puede bajar un poco la música? ¿Tiene usted el número del portero? Также фразы в транспорте или на улице. ¿Dónde está la parada del autobús? ¿Cuánto tarda en llegar el tren a Barcelona? Perdone, estoy un poco perdido. Либо perdida. А также фразы о себе, как мини-презентация. Vivo en España desde hace 2 años. Estoy aprendiendo español porque quiero integrarme. Trabajo en una empresa de diseño. Твоя цель говорить, а не быть профессором. Хочешь звучать грамотно? Отлично. Но не жди того идеала, чтобы начать говорить. Испанцы прощают ошибки, если ты пытаешься говорить на их языке. А вот если ты молчишь, то все, контакт потерян. Здесь будет актуальна фраза «Пусть будет ошибка, но будет разговор». Как ты уже понял, зубрежка – это не для жизни. Ты учишь язык не чтобы сдать экзамен, а чтобы жить, общаться, понимать эту страну и этих людей. И чувствовать себя своим. И это возможно, даже если ты думаешь, что у тебя плохая память или нет времени. Помни, ты можешь. А теперь я хочу узнать тебя поближе. Напиши в комментариях, что ты уже пробовал, когда учил испанский. Что тебе не зашло? И какой из сегодняшних моих советов ты хочешь попробовать в первую очередь? Мне правда интересно. На этом канале я регулярно делаю уроки испанского языка, разборы полезных фраз, советы для жизни в Испании
И делюсь тем, что реально помогает не просто учить испанский, а заговорить на этом языке. Новые видео выходят каждую неделю по вторникам и пятницам. Так что подписывайся, чтобы не пропустить свежие уроки. А если ты хочешь, чтобы я помогла тебе лично, приглашай на индивидуальные занятия испанского языка. Я работаю с русскоговорящими и точно знаю, как вывести тебя на разговорный уровень. Без стресса и зубрежки. Все детали в описании под этим видео. А также буду рада видеть тебя и в моих других соцсетях. Facebook, Telegram, Instagram. Там я делюсь короткими лайфхаками, полезными советами и закулисьем жизни в Испании. Все ссылки внизу, просто загляни. А также поставь лайк, если это видео тебе было полезным. Не забудь подпишись и нажми на колокольчик. И давай учить испанский вместе, легко и по-человечески. И напоследок, как всегда, с любовью на испанском. Habla español con alegría. Hasta pronto, amigos.